Здравствуйте, дорогие рыбы! Впереди ноябрь, и хотим мы того или нет, ноябрь мы начинаем в коридоре затмений. То есть на нас очень влияют вибрации и настроение конца октября. А в конце октября частное солнечное затмение 25 числа для рыб в 9-м доме, а также Марс разворачивается в ретроградное движение. Что может принести или что стремится принести рыбам солнечное затмение в 9-м доме? В конце октября, соответственно, девятый дом — это все, что связано, это все, что далеко от дома, ну так, по астрологическим правилам, в астрологической традиции, девятый дом — это все, что далеко от вашей реальной бытовой повседневной жизни. Это все далеко от места, где вы родились или где вы живете. Поэтому его называют часто домом за границей. Это немножко узко и не совсем правильно, но тем не менее. Все, что связано с заграницей. Ваши переезды за границу, оформление документов, визы какой-то или там ПМЖ какого-нибудь. Это ваши бизнес-партнеры, ваша работа или учеба за границей. Любые ваши дела, коммуникации, в которых участвуют иностранцы или люди другой веры, другой национальности. Вот это все девятый дом. То есть в конце октября и в начале ноября какой-то переработке, какому-то слому подвергаются для вас именно вот эти отношения, связанные с заграницей. Вот эти структуры как-то меняются, и на это стоит обратить внимание. Кроме того, высшее образование попадает у нас в девятый дом, учеба в университете, кто-то поступает, кто-то бросает в это время университет. И сюда еще к девятому дому относятся вопросы веры. Ну, вера как конфессия имеется в виду, да, там христианство, мусульманство и так далее. Ну и вера вообще в принципе в жизни, в людей, вера в себя и так далее. Поэтому разные духовные наставники, духовные учителя, вот это все тоже собирается, у нас концентрируется в девятом доме. Какой мы вывод сделаем? В начале ноября очень многим рыбам откроется коридор, например, возможность уехать, эмигрировать куда-то за границу или возможность пойти учиться, давно отложены. А также может появиться, не обязательно, потому что это довольно все-таки редкое счастье в нашей жизни, но может появиться в вашей жизни буквально учитель, какой-то духовный наставник, человек, который, не знаю, вправляет мозги, учит жить и так далее. Но Вселенная всегда очень двойственная, а затмение — это всегда игра света и тени. Это некая борьба добра со злом. Поэтому как появляться в вашей жизни будут возможности, связанные за границей, также они будут исхлопываться и закрываться. То есть, может быть, и как-то неудачно закончится проект, вот, связанный, опять же, с документами или с каким-то переездом за границу. Но в любом случае, тема, на которую стоит обратить внимание в начале ноября, я думаю, вам понятна и ясна. Ну а ретроградный Марс заставляет людей пересматривать абсолютно всех, пересматривать то, как жизненные цели соотносятся со средствами их достижения, представьте себе. Ну, тут у каждого свое и разное. Ретроградный Марс еще опасен тем, что возвращает старые конфликты, заставляет нас окунуться в старые, практически уже как бы решенные или забытые ссоры, конфликтные, ссорные отношения. Вот с этим тоже нужно быть осторожными всем в ноябре. И теперь карты. Рыбы и работа. Две карты. Раз, два. Расскажут вам про работу и раздадут, соответственно, советы. Достаются вам тут карта справедливость и шестерка мечей перевернута. Плохо, конечно, что карта перевернута. У меня в руках именно Таро позиции, которые мы неизбежно рассматриваем в прямых и перевернутых позициях. Карта справедливость говорит про две вещи. Во-первых, на тонком уровне это проявление действительно какой-то высшей вселенской справедливости в отношении вас или несправедливости. Картам это все равно. Это только для вас имеет значение. В отношении вас и в отношении какой-то вашей работы.
А второе, уже более прикладное значение, это документы и разные юридические правовые вопросы, связанные с вашей работой и бизнесом. То есть вам придется что-то подписывать, хотите вы того или нет, вообще участвовать в каких-то вот таких вот бумажных делах на работе. То есть это может быть и хорошо в каком-то смысле, да, вам приходится подписывать, например, трудовой договор, вы нашли работу. Может быть такое? Может быть, конечно. Может быть, ознакомиться с каким-то приказом, там вас повышают в должности или вам повышают зарплату. Это все тоже документы, это все тоже какие-то правовые вопросы, и это все достаточно хорошо. Но и, собственно, совет карты «Справедливость» именно такой, на тонком уровне. Это совет для вас. Обращайте внимание на, будьте справедливы сами в работе, по-разному справедливы. Например, старайтесь равноценно распределять ваше внимание между коллегами и между там, рабочими какими-то задачами. То есть все должно быть очень померенно, ведь у справедливости в руках ведь не случайно всегда весы. Все должно быть очень размеренно, взвешенно, все как-то очень-очень так без перекосов, очень посчитано. То есть к чувству меры вас карта это призывает в работе, даже в поисках работы, может быть, если у вас еще нет, в бизнесе. Карта это вообще, знаете, при призвании вот карты «Справедливость», как мне кажется, это взывать каждому, вернее, вытаскивать из каждого всю взрослость. Вот вы должны быть в рабочих каких-то отношениях и в этих делах. Вы должны быть максимально взрослыми, серьезными, сосредоточенными. Вы должны, может быть, отложить в сторону полностью вот эмоциональную часть, которая составляет вашу работу. То есть здесь не до эмоций. Здесь речь идет именно про порядок. Это требуется соблюдение правил, следование указаниям каких-то инструкций, вот это вот и так далее. Но несколько смущает то, что шестерка мечей – это дорога, которая не состоялась. Вот прямая карта – это дорога за море. Мы видим, что здесь человек плывет, не видит берега, но все-таки мы понимаем, что он к каким-то хорошим переменам стремится. Когда карта переворачивается, она говорит, что сил доплыть до другого берега просто не хватит. Я бы сказала, что это довольно-таки для рыб даже какое-то предостережение здесь идет. Вот по поводу выхода на работу или смены работы. Не хватит сил доплыть до другого берега. Например, вы можете выдвинуться в этот путь. Вот вы выдвигаетесь, например, на новую работу, к переменам или к открытию собственного бизнеса какого-то нового, например. Даже если вы все сделаете правильно, какие-то абсолютно независящие от вас вещи, события вам все равно будут препятствовать. Но это опять же воззвание такое-то к вашей какой-то серьезности, к вашей взрослости. То есть очень оценивайте, если задумаете менять работу, например, или менять направление в бизнесе, или что-то вот крупное такое, тоже связанное с работой, все очень внимательно считайте. И главное, рассчитывайте свои ресурсы, рассчитывайте свои силы, потому что это может быть просто дорога, которая не удалась, не состоялась. Знаете, такой момент, например, побега, неудачный побег с работы, побег с одной работы на другую, которые почему-то вот до конца вы не довели. Во всем остальном ваши рабочие, профессиональные дела, может быть, могут быть и достаточно хорошими. Далее, про деньги. Про деньги нам расскажут вот эти карты. Это указания ангелов или следование ангелам, как кому нравится. Финансовая жизнь рыб. Денежная. Тоже две карты достанем, то достаточно, два.
Ну что ж, прекрасно. Спрашиваем про деньги, вам выпадают буквально такие деньги. Двойка пентаклей и королева пентаклей. Вместе они практически гарантируют безбедную жизнь. Они говорят, что с доходами и расходами у рыб будет все очень-очень даже в порядке. Ждите деньги, но не только суммы денежные, которые оказываются у вас в руках. Ждите еще и хорошего настроения, а это может быть более ценно и даже реже, да, бывает. То здесь не только деньги к вам выпадают, но и уверенность в каком-то финансовом будущем. Вы знаете, такой момент, когда можно расслабиться, когда можно впервые за долгое время о деньгах не переживать о своих вот каких-то будущих там сделках, о каких-то вот этих финансовых переменах. Вы уподобляете здесь буквально королеве пентаклей. А королева пентаклей – это женщина, у которой вот все есть. Это такой пример хорошей хозяйки в колоде Таро. Хорошей хозяйки, у которой есть запасы, у которой все отложено на черный день, не на черный, и наоборот на какой-то праздничный день. Вот. Это и, конечно же, поступления новые, находится новый источник дохода. Двойка пентаклей. Почему я так уверенно про это говорю? Двойка пентаклей всегда на заданную тему говорит, что что-то добавится второе, и будет чего-то два. Вот так. Это вторые деньги, второй источник дохода, не иначе. Это могут быть не обязательно ваши деньги, да, может быть, у вас там ребенок подрос, идет работать, соответственно, тоже в семейный бюджет вкладывает уже какую-то свою вот такую вот копейку. И в целом карты не рекомендуют переживать о деньгах вообще, советуют относиться к деньгам легко, и может быть легко их распределять или легче обычного с ними расставаться. Очень хорошо. Гадание на деньги оказалось более воодушевляющим, чем гадание на работу. То есть если про работу там мы увидели как бы для рыб более предостережения, какие-то вот такие вот вещи, то с деньгами все просто. Деньги были, деньги есть, деньги будут. Далее любовь. Любовь, ваши романтические возможности и ваше счастье. Может быть, раз и два. В гадании на любовь вам достается карта Император и тройка пентаклей. Император – портрет мужчины, который сопровождает женщину рыбы в этом самом ноябре. Чем хорош император? Тем, что он один оказывается лучше или один бьет и обходит всех королей в колоде Таро, потому что император – это такое средоточие мужских энергий, это он и активный, и инициативный, как король жезлов, он и состоятельный, как король пентаклей, он и умный, как король мечей, и романтичный, как король кубков, да? То есть это такой собирательный образ идеального мужчины. Это все хорошо, но есть, опять же, ответственные вещи. Считается, что вот когда в гадании общем или тем более частном выпадает император, это указание для женщины не пропустить какого-то самого лучшего, самого важного мужчину на данном отрезке своей жизни. То есть вот какой-то в буквальном смысле герой стоит перед вами, в буквальном смысле герой, человек настолько ценный, по разным причинам. И объективно может быть умный, добрый, там, благородный, красивый и так далее. По субъективным причинам, то есть это человек ценный очень именно для вас в вашей жизни. Поэтому не пропустите, максимум внимания. Причем это может быть человек уже тот, который рядом с вами, человек хорошо вам знакомый. Это может быть, в конце концов, ваш муж, с которым вы 20 лет прожили, но почему-то именно это время притягивает, приковывает внимание именно к нему, вот к его персоне и так далее. Рядом тройка пентаклей. Карта, ну как любая тройка, карта продолжения, а по-правильному она называется работа. Вот самое простое, что здесь напрашивается, это, конечно же, служебный роман. Нет, подождите, не радуйтесь прежде времени. Романа-то тут пока что нету, но это мужчина на работе. То есть вы действительно можете встретить
очень хорошего, интересного, привлекательного для вас мужчину там, где работаете вы, или там, где работаете он. Может быть, и в одном месте вы работаете. Это мужчина за работой. Мужчина, в то же время, это мужчина, который работает над отношениями. Тогда карта описывает какие-то неожиданные для вас вложения вашего партнера в вашу любовную историю. Вдруг какие-то крупные покупки, подарки, какие-то крупные поступки и какие-то такие шаги. То есть мужчина, который здесь вкладывается. Какие советы для вас? Карта не самая романтичная, поэтому, наверное, прогулок и признаний тут не будет. И, может быть, они меньше всего тут и нужны, потому что основные задачи в любви, получается, да, в ноябре это увидеть свою выгоду, что ли, или пользу свою от отношений новых или длящихся, и заметить ценность вот этого мужчины, который приближается к вам или, может быть, уже находится рядом с вами. В целом, эту пару карт можно назвать продуктивное время, продуктивный период для любви. Не романтичный, не романтический, а именно продуктивный. Это время, когда хорошего мужа можно найти, или вырастить из того, который есть. И семейные дела. Мы вернемся тогда к картам Таро оппозиции, наверное. Семейные дела. Дом, квартира, недвижимость и родственники. Раз. Два. Про перевернутые карты, причем обе перевернутые. Про семью, про дом рыбам рассказывают карты Иерофант и Повешенный. Все было бы неплохо, но карты какие-то перевернутые. Вот карта Иерофант – это образ старшего родственника, опять же, это мужской какой-то образ, это образ старшего родственника, какого-то мужчины, который нехорошо себя ведет. То есть если Иерофант, прямая карта, это высоконравственный, хотя и строгий, может быть, не веселый человек, который там у вас дома или причастен как-то к вашим семейным делам, то перевернутый Иерофант – это часто безнравственный человек, человек во многом эмоционально опасный. То есть это такой лжеучитель, приход лжеучителя или присутствие лжеучителя в вашем доме. И это не есть хорошо. Перевернутый Иерофант всегда советует вопрошающему не верить авторитетам. То есть вам надо не верить авторитету, чьим-то словам, а может быть буквально даже не пустить кого-то в дом, не пустить, отказать кому-то в ночлеге, какому-то вот такому вот человеку. Но считается, что Иерофант – это чаще старший мужчина, это может быть старший родственник. Мы говорим о семье, то есть это перевернутый Иерофант, например, вот классика жанра – это отец, который несправедлив по отношению к вам, несправедливо себя ведет, несправедливо вас в чем-то обвиняет или критикует, или учит плохому, да, какие-то свои заблуждения перекладывает в вашу голову. Это так у старших людей часто бывает. Вот. То есть это совет для вас, вот какому-то старшему товарищу, старшему родственнику, например, какому-то старшему человеку не прислушаться, потому что он здесь не прав или выступает откровенным злодеем. Вот. А карта Повешенной, вот опять же в прямом положении, в принципе, она довольно невинная, да, здесь иллюстрация. В прямом положении это просто дополнительные обязанности, какая-то несвобода от дома. Но карта, когда переворачивается, она говорит, что вас эта несвобода очень сильно разозлит, или вы с ней не справитесь. Это такой момент, перевернутый, повешенный, это момент сбрасывания креста.
И кто этот крест сбрасывает? Хуже, значительно хуже, если вы. А вы знаете, да, Вселенная так устроена, многие это проходили, что если вы сбрасываете какой-то крест, избавляетесь вот от надоевших каких-то обязанностей, Вселенная обязательно догонит и повесит что-то в 2 раза тяжелее, какое-то ярмо на вас. Вот, поэтому это совет, не избавляйтесь, если будет тяжело, дома, в домашних каких-то семейных делах или вопросах недвижимости, все равно доводите все до конца, жертвуйте, может быть, своим свободным временем и своим настроением, все равно жертвуйте, доводите все до конца. Вот. А также это может быть вот это сбрасывание креста вот этим вот человеком. Тогда мы видим здесь мужчину, да, какого-то мужчину, который, например, уходит из семьи, которая его обременяет, потому что там, не знаю, дети орут или денег просят и так далее. То есть вообще вот мужчина, уходящий из семьи, особенно из семьи, где есть дети, это и есть перевернутый иерофант, потому что это плохой отец, да, и с перевернутым повешенным. Это плохой отец, который очень не вовремя избавляется от ответственности. То есть что-то бросает и трусливо бежит с поля боя. Но, естественно, вот такой вот портрет неприятный можно буквально как кальку, да, перенести на кого угодно, то есть на другие какие-то семейные отношения. В целом карты говорят, что рыбам из-за семейных, из-за домашних дел придется попереживать. То есть может вскрыться даже какая-то очень неприятная тайна, связанная вот опять же с мужским участием, с мужским влиянием, с мужскими энергиями и какими-то поступками. То есть кто-то, какой-то мужчина окажется причастный к вашему дому, может быть, живущий даже с вами, окажется не тем, за кого себя выдает, и влияние его может быть очень разрушительно. А это были советы и предсказания карт рыбам на ноябрь. И я бы хотела тогда, наверное, одну карту совет для вас достать. Да? Давайте совет, какими вы должны быть и какими быть не должны, чтобы все прошло гладко и хорошо. Угу. 9 пентаклей, карта самодостаточности. Самодостаточность. То есть самый главный совет – будьте самодостаточные. Это вот время, когда, наверное, слишком много нельзя будет полагаться на других. Это не время, может быть, особо... Это не время для особо крепких или надежных партнерских отношений. 9 пентаклей – это портрет прям самостоятельного человека, с самостоятельным бюджетом, с самостоятельными деньгами, с самостоятельными принципами. Это портрет человека, который с любой жизненной задачей в течение дня или месяца справляется только сам и намеренно никого ближе к себе не подпускает. Поэтому эта карта советует по возможности запастись ресурсами собственными, самыми разными, чтобы, скажем, там, ни у кого не просить лишнего или ни от кого не зависеть. Наверное, так. Вы должны быть очень самодостаточны. В этом ваш секрет и ваша сила сейчас. Спасибо.